Привет всем! Сегодня у нас будут леденящие кровь истории про меня, про мой сон, про Арчика и про Анфиску. Все будет связано с котятами. Мы посмотрим на вот эту прекрасную парочку, которая делает селфи посреди нашего озера. Утка уже как на работу к нам ходит. Анфиска выбрала меня, чтобы спать, наблюдая, как я работаю. Она постоянно у меня в кабинете. Анфиска в засаде. Ну, это долго будет продолжаться. Пока она... Ну, у нее такая позиция хорошая. Она в таком укрытии. Вот так, поймала. Так, она все зацепилась. Как видите, она очень весело играет. Замаскировалась. Ложится ко мне. Вот здесь вот вы видите микрофон. За микрофоном такой экран, чтобы звук лучше был. Если заметили, в последних видео звук стал действительно лучше. Анфиска пробирается, там сносит все мои мелкие детальки. Какие-то флешки. Вот, кубик от нервов. Вот. Все это она, естественно, собой расталкивает по сторонам. Находит место и ложится. Я уже стал ей готовить место заранее. Но у нее есть два места в кабинете. Во второй части ролика вы увидите, как она лежит на полке. Вот. И тогда же будет леденящая кровь история про то, как напугали Анфиску. Ну, это Андрей выгуливает Арчика, прыгая там по льду, по тростнику. А вот это у нас вечерний сеанс. Арчик и Анфиса, естественно, у Ирины в ногах. Вот. Мне бы хоть одного котика, но нет. Мы с Ириной пересматриваем старые фильмы. К вам вопрос, что это был за фильм? Я думаю, все узнали, вопрос простой, но тем не менее. Вот. И эти оба сначала у меня выпрашивают прошутто. Ирина сейчас прошутто в вечерних пиршествах не участвует, она на диете. Я им сначала даю всякие экстри, а потом они уходят и ложатся в ноги к ней. Вот смотрите, эта кормушка новая, маленькие птички, никто им не мешает, чтобы вы не переживали, потому что вопросов много было, а как же маленькие птички, если там утка все время сидит и их не пускает. Утка сидит на другой, на старой кормушке. Фиска мне абсолютно не мешает, она ведет себя очень тихо, просто вот лежит и смотрит. А стол теплый. С этой стороны от компьютера вентилятор как раз в эту сторону дует, там тепло. Нагревается. Я, в общем-то, не шумлю. Сижу себе тихо. Кнопки нажимаю. Вот. И она под клацанье кнопок давит по снам. А вот это Арчик. С Арчиком случилась странная история. Я посреди ночи проснулся от того, что кто-то мне наступил ногой на шею. А вторую ногу занес, чтобы стать мне на голову. Это был Арчик, он просто хотел забраться на спинку кровати. И решил срезать, не ходить в обход, и прошел прямо через меня, спящего. Ну, я там... Вот. А Ирина, оказывается, уже тоже не спала. Он сначала прошел по ней, она очнулась и смотрела, как он забирается на меня. Арчик, он такой простой котик. Вот, ему надо туда, он туда и идет. И глаза такие добрые. Он подойдет, лапки на тебя поставит на ногу и смотрит вот, в глубины твоей души. Вот заглядывает своими глазами. Дайте мне что-нибудь. Это готовится мой гарнир. Гречка с грибами. Вот, Ирина готовит мне гречку с грибами. Заранее некоторое количество. Я ее потом дня 3 ем. А вот это главное блюдо мое. Это рыба. Ну, она еще не пожарена. Она ее как-то на бумаге жарит как-то, запекает как-то. Ну, очень вкусно получается. А вот это Ирина для себя, у нее диета, у нее какая-то странная диета, вот это грейпфрукты, но к ним в комплект идет 2 яйца в смятку. Вот 2 яйца в смятку и грейпфрукт. Все это в одной тарелке получается, ну какая-то странная диета. Кот Вилли, я решил пустить дрона, за ним понаблюдать. Ну, котик, как понимаете, занят тем, чем он занят обычно и всегда. У нас наконец-то потеплело, наконец-то отпустили холода. А сейчас ждем ближайшие дни уже до плюс 10. И котик опять нормально, в нормальном режиме. А раз уже запустил дрона, надо слетать, посмотреть, как там наша команда.
Вот число лебедей, вот это наша лебединая семья из 8 голов, она приходит вообще каким-то произвольным составом. Могут прийти 2, 4, 5. В этот раз тут 5, а еще 2 на льду. Вот. То есть папа голубь погнал сынка, вот сынок, которого гонят там вдали. А сейчас оцените красоту и элегантность. Прогулка по льду сутками. Вот согласитесь, кадры. Гуляем сутками по льду. А потом будут детали вот этой погони. Я в отдельном ролике сделаю. Именно снятые с высоты лебединого роста. Погоня папы за сынком. Вот смотрите. Они явно туристы. То есть местные знают, что за это полагается штраф. То есть полиция вот таких потом штрафует. Составляется протокол. На озеро у нас выходить нельзя. Проблема в том, что озеро это разлившаяся река, и там, где течет река, а часто на озере, вот сейчас восточная часть, там вообще никакого льда нету. И там, где вот это течение наиболее сильное, лед может быть очень тонкий. То есть это не горное озеро, это не Вайсензее, про которое у меня на канале есть ролик, как там сотни голландцев толпой катаются по озеру. У нас озеро, в общем-то, лед есть, но лед не гарантированный. И вот эта парочка, конечно, очень рискует. Хотя, согласитесь, очень романтично. Вот. Возможно, я даже снимал это 14 февраля на День Святого Валентина. Ну, очень романтично, вдвоем кататься и делать селфи посреди озера. Вот, я невольно ими залюбовался. Но у нас другие развлечения. У нас мы в аптеку в очередь стоим. Вот смотрите, в масках, соблюдая дистанцию. То есть заходят, вот освободилось окошко кассы, ну, можно зайти. Вот. И это у нас село Боденсдорф на другой стороне озера. И вот я понимаю все-таки, насколько хорошо жить на нашей стороне озера, на южной. Потому что вот трафик меня, честно говоря, напрягал. Я стоял, и тут какие-то грузовики, какие-то даже лесовозы там едут. Ну, в общем-то, как-то все серьезно у них. У нас поспокойней. Итак, что же случилось с кошкой Анфисой? Случилась с ней некоторая неприятность. Дело в том, что вы знаете, что кошечка отличается таким характером. Она такая боевая абсолютно. Ну, часто я, может быть, не совсем справедливо называл ее безбашенной. Хотя она умна. Вот, она научилась, кстати, Арчик пока дверь не умеет открывать, она умеет. Она, причем делает это не так, как Вилли. Вилли просто лбом толкает, ты своей массой лбом толканул, все, дверь открылась. Она нет, она становится на задние лапы и передними лапами толкает. То есть она действительно открывает дверь. Ну, она научилась, все, дверей закрытых для нее больше нет. Арчик пока этот трюк не освоил, но он за ней подглядывает, так что скоро освоит. Итак, о происшествии. Анфиса любит полежать у нас в спальне на углу. Вот смотрите, у нас такой подоконник. Вот это снаружи я шел. И такой угловой подоконник, угловое окно. То есть ей видно и сюда, и туда, везде видно. И вот она так сидела под вечер в сумерках. А вот это у нас такие мешки есть, в которые собираем отходы, там ветки, такие садовые отходы. Собираем, потом вывозим. Или, если в компостную яму место есть, или вывозим на свалку. И вот был ветер, она сидела себе на углу, смотрела, никого не трогала. А шла перемена погоды как раз вот сейчас с холода на тепло. А, соответственно, был ветер. Ветер был очень сильный. И вот такой пустой такой мешок. Откуда-то его, он возле двери гаража лежал. Его забыли занести, видимо, в гараж. Короче, этот мешок вот так кубарем, перекатываясь на бешеной скорости, полетел. И он пролетел, не просто пролетел мимо Анфиски, мимо окна, а мы как раз в спальне были. А он даже ударился немножко о стекло именно в том месте, где сидела Анфиса. Она, ничего такого не ожидающая, взлетела вертикально. То есть она просто вот вертикально прыгнула, приземлилась к нам на кровать, спрыгнула на пол и вот как ногами скребут в мультфильмах, там Том и Джерри, пытаясь стартовать, а ноги проскальзывают. У нее было так.
Она гребла, потом наконец-то зацепилась. То есть она пулей вылетела из спальни. И потом она 2 дня в спальню вообще не заходила. И к окнам не приближалась. Она сидела снизу, вот, подальше от окон. Я ее пытался реабилитировать. Ну, в общем-то, это получилось. Я ее брал на руки, подносил там к окну. Я ее брал на руки, так сказать, гладил. Ирина ее тоже. Ну, сейчас все отошло. Сейчас у нее как бы прошел этот страх и ужас. Но она что-то запомнила. Ну, может быть, это и к лучшему, чтобы понимала, что всякие неожиданности случаются. Вот. Но это было, конечно, ужасно. 2 дня мы ходили за ней и думали, ну вот, испортили кошечку. Такая была вот смелая, отважная, и все. Нет, постепенно все вернулось на круги своя, но жизненный опыт она приобрела. Ну, а мы приобрели опыт, что не надо оставлять всякие такие вещи. Самое интересное, что мы этот мешок потом не нашли. То есть, ну, понятно, что вот по склону, под наклон он покатился к озеру. И куда он там прикатился в итоге, скорее всего, куда-то на другую сторону озера по льду, ну, этот мешок мы потеряли. Ну, это нам в наказание, вот, за небрежность. Мы тут сидим, ждем, читаем прессу и ждем, когда же наконец будут прививки. Нам обещали к 1 апреля все население начать прививать, то есть, ну, сейчас группы риска, там, старички, больные, все, а потом с 1 апреля уже все желающие. Ну, это оказалась первоапрельская шутка. А сейчас в последнем выступлении канцлер Курц как-то вот говорил про лето, что прививать всех массово начнем летом. Ну, просто не хватает прививок. С теми, что есть, тоже некоторые непонятки. Ну, абсолютно как-то надежно с вакцинами Pfizer и Moderna. Они действуют в том числе на мутации. Абсолютно непонятки с AstraZeneca, которая и на старичков вроде неправильно действует, и на мутации вроде не очень. Короче, график поставки срывается и есть некоторая задержка. А по миру народ прививается вовсю. Привилась дочка Билла Гейтса. Вот многие сторонники теории заговора ставят в вину Гейтсу, а почему он не прививает своих детей. Дочка Билла Гейтса, она практикантка в медицинском учреждении, там всем медицинским работникам положено было привиться, а она также привилась. Ну там, соответственно, фотографии, все это выложено с призывом прививаться. Вот. Мы бы привились с удовольствием. Я знаю, что есть некоторый скепсис у моих зрителей, но это личный вопрос каждого. Кто хочет, прививается, кто не хочет, не прививается. В Австрии настроение относительно прививок, если до начала прививочной кампании, ноябрь месяц, было 60%, сомневались. Ну, тут были те, кто вообще категорически нет, и большее число сомневалось, чем те, кто хотел привиться. Сейчас 80% хотят привиться, и только 20% тех, кто по той или иной причине не хочет. Вот такие дела. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!